На глубине почти 3000 футов, вдали от береговой линии и судоходных маршрутов, еще недавно на картах отмечался лишь очередной безымянный риф. Но в середине весны 2023 года группа специалистов по морской археологии из Англии во главе с доктором Джулианом Смитом вдруг получила сигнал, который изменил привычные взгляды на всю историю технологий. Их исследовательское судно, оснащенное новейшими сканерами бокового обзора и дистанционно управляемыми аппаратами, зафиксировало аномалию. Нехарактерный для этого региона профиль, скрытый под слоем ила и песка толщиной свыше 10 футов. Эхоскан давала слишком четкие контуры, словно чьи-то руки выстроили под водой замысловатую структуру, скрытую от людских глаз в течение столетий. Во время первого погружения исследовательского дрона специалисты сразу отметили: речь идет не просто о затонувшем судне, а о крепком корабле, построенном из дуба и ливанского кедра длиной более 150 футов. Точная идентификация заняла меньше суток. Уникальные медные гвозди и характерные латунные элементы указывали на европейское происхождение. Корабль был построен между концом 18 и началом 19 столетий. Приборы зафиксировали множество небольших металлических деталей, прочно вросших в обшивку корпуса, что тоже было необычно для того времени. Однако самое удивительное ждало команду впереди, когда они пробились через лес сломанных мачт и прогнивших канатов, чтобы рассмотреть трюм поближе. Первые кадры, поступающие с дрона, захватывали воображение. На экране трюм, в котором, казалось, все застыло в моменте крушения. Разбросанные ящики, потрескавшиеся бочки, глиняная посуда и массивные сундуки. Но среди всего этого неожиданно мелькали гладкие, ровные поверхности с прямыми краями и необычно блестящими вставками, что совершенно не вписывалось в образ морского транспорта двухвековой давности. Автоматические системы сразу зафиксировали аномальное электромагнитное излучение, сигнал, который в этом месте попросту не должен был существовать. Команда объявила срочную остановку всех операций и начала готовить следующий, более глубокий запуск исследовательского аппарата. Под водой оператор дрона осторожно приблизил камеру к одной из железных коробок, заботливо закрепленной массивными цепями. Как только свет фонаря скользнул по поверхности, стало видно, на боковой панели коробки расположены кнопки и экран, на удивление знакомые каждому, кто хоть раз держал в руках современную аппаратуру. Бортовой компьютер подтвердил показания. Сплавы, из которых изготовлен этот предмет, не применялись до второй половины 20-го столетия. Эхоскан зафиксировал еще несколько подобных объектов, часть из которых заржавела, но другие выглядели совершенно новыми, словно только что доставленными на дно. Пока часть специалистов сканировала внутренности судна, другая команда проверяла архивы. Всего за 48 часов удалось установить точную принадлежность корабля. Это был торговый бриг, некогда принадлежавший известному купцу Джону Реймонду из Ливерпуля, пропавший без вести во время мощного шторма в конце весны 1823 года. Ни один из найденных при корабле предметов не должен был существовать при жизни Реймонда, а тем более находиться в его трюме. В этот момент загадка начала обрастать все новыми подробностями. Инструменты для радиоуглеродного анализа еще только готовились к работе, но результаты сканирования и первые видеозаписи уже заставили команду разрушить привычную цепочку исторических событий. На поверхность поднимались предметы, при одном виде которых возникал только один вопрос: кто и как мог забросить современные устройства в корабль, затонувший за 150 лет до изобретения большинства этих технологий? Пока волна интереса к находке только нарастала, команда готовила новое, самое рискованное погружение, которое должно было ответить хотя бы на часть вопросов и подготовить мир к тому, что будет найдено совсем скоро. Пока вся команда на борту судна едва сдерживала нетерпение, оборудование подготавливали к очередному запуску уже вручную, стараясь максимально исключить риск потери данных. Оператор дрона Дэвид Харрис, 32 лет от роду, настоял на калибровке всех камер. Четкость изображения теперь имела первостепенное значение. Два прожектора мощностью свыше 500 Вт установили так, чтобы осветить всю линию трюма. На экранах поочередно вспыхивали фрагменты внутренних перегородок корабля. Слой ила местами достигал почти 1,5 футов, но тут же был сдуваем сильной струей от насадки аппарата. Раскрывались новые детали: деревянные балки, чернеющие от времени, и ряды ящиков с латунными окантовками. Менее чем за 30 минут поиска дрону удалось пробраться к центру трюма. В этой части, глубоко под покореженной балкой, наполовину заваленной обломками, отчетливо виднелась железная коробка примерно 2,5 фута в длину. Ее края сверкали нереально ярко для предмета, проведшего столько лет в соленой воде. Команда мгновенно сфокусировала камеры, а оператор аккуратно провел механическую руку дрона по краю. От коробки исходил слабый, но устойчивый ток. Электролаборант на верхней палубе Джулия Роуз тут же подняла тревогу. Уровень остаточного электричества превышал все известные параметры для подобной глубины и возраста находки.
Следом обнаружились еще 3 похожих объекта, расположенных строго по оси судна. На одной из крышек дрон зафиксировал гладкий черный прямоугольник. Под слоем морского налета отчетливо проступали символы, напоминающие современные пиктограммы управления электроприборами. Решили зафиксировать все возможные параметры. Сняли спектры отражения, проверили уровень радиации, зарегистрировали слабое инфракрасное свечение. Ни один из материалов, кроме внутренней обшивки корабля, не совпал с образцами, добытыми из других аварийных судов того периода. Вода вокруг корпуса заметно мутнела. Поднятые дно и ил затрудняли работу камер, но все же сканеры четко показали. От большинства современных предметов в трюме ведут тонкие провода, переплетенные с канатами и старыми железными крепежами корабля. Такая электросеть на торговом судне начала 19 столетия выглядела откровенно невозможной. В момент, когда стали снимать крупные планы с самой необычной находки, массивной коробки с USB-портами и разъемом для зарядки, связь неожиданно пропала. Инженер из команды Бена Дэвиса, находившийся на поверхности, тут же поднял запасной дрон. При попытке подключиться к системе электропитания корабля началась короткая вспышка по всему трюму. Мгновение, и одна из цепей разомкнулась, словно что-то или кто-то не хотел раскрытия всех тайн. Камеры быстро восстановили сигнал. Часть предметов на периферии трюма теперь выглядела иначе, будто их кто-то специально передвинул. Оператор зафиксировал новые следы на насыпи песка, которых не было в начале исследования. Параллельно с работой роботов на поверхность начали поднимать отдельные предметы. Специалисты из группы подводных спасателей подняли на борт первый контейнер. В нем находился практически новый ноутбук, экран которого был покрыт лишь тонкой пленкой соли. Его марка и модель вообще не фигурировали в каталогах крупной электроники. Следующий ящик содержал несколько устройств, похожих на современные GPS-трекеры, батарейки с заводским штрих-кодом и пластиковые пакеты, полные микросхем. Все это показалось специалистам настолько невероятным, что они не открывали контейнеры до прибытия представителей полиции и ученых из университета Оксфорда. Почти сразу после обнаружения техники поступил отчет от архивной команды, работающей с записями рейса Джона Реймонда. Владелец судна никогда не заказывал крупные партии железа. Все грузы были связаны исключительно с пряностями, тканями и вином. В списках пассажиров и экипажа отсутствовали инженеры или специалисты по технике. Возраст корабля подтвердил рентгеноскоп. 200-летняя древесина, цельные металлические детали, отсутствие современных уплотнителей или пластиковых вставок. Тем временем дроны продолжали сканировать окружающий песок. Часть предметов выглядела так, будто их просто сбросили сверху за несколько последних лет. Один из медных люков оказался выломан, с внутренней стороны виднелись следы свежей царапины, а боковая панель трюма имела отверстие ровной геометрии, явно не вырезанное вручную в 19 столетии. Все указывало на то, что кто-то проникал на это место гораздо позже пропажи судна. Меньше чем через сутки на судно прибыла независимая комиссия. Их анализ подтвердил странное совпадение. Современные устройства никак не могли оказаться внутри трюма без постороннего вмешательства. Подъем каждого нового предмета приносил еще больше вопросов. На одном из трекеров сохранились координаты, введенные совсем недавно, а ноутбук при попытке запуска на мгновение показал дату – апрель 2023. Пока специалисты пытались разобраться, как такое возможно, команда еще не подозревала, что за этими находками последуют куда более пугающие открытия. Ведь в песке скрывались не только артефакты, но и доказательства, намекающие на чью-то хитроумную игру с историей. Когда съемка с дрона вернулась в прямой эфир, внимание всей группы было приковано к очередной детали. В самом конце трюма, между грубо сколоченными сундуками, вдруг вспыхнул зеленоватый огонек. Приблизив изображение, Харрис отчетливо увидел маленькую панель с индикацией заряда, как на современных аккумуляторах. Никто не произнес ни слова, пока луч фонаря медленно высветлял окружающую область. Поверхность пола слабо отражала свет, словно здесь недавно проводили работы с электроприборами. Оператор осторожно направил механическую руку дрона к панели. Под слоем соли проступили знаки, абсолютно такие же, как на современных литиевых батареях. Менее чем в 2 футах от нее лежала коробка с прозрачным пластиковым окошком. Кусок материала был так чист, будто его недавно протерли. Внутри виднелась сложная плата, на которой отчетливо просматривались микрочипы с маркировкой 21-го столетия. В этот момент сигнал со всех датчиков резко возрос, температура в трюме выросла на 1 градус за считанные минуты, а уровень влажности начал меняться, будто невидимая сила приводила в движение воздух. Системы дрона зафиксировали слабую вибрацию, исходящую от найденной электроники. Дэвид Харрис попытался сдвинуть коробку с места, но та, вопреки всем законам физики, была намертво прикреплена к деревянному полу корабля стальными скобами, которые отчетливо выглядели новыми.
Следующий шаг — проверить соседние ящики. Камера сканировала десятки объектов. В одном из них находился набор кабелей с пластиковыми разъемами USB, почти не поврежденных морской водой. Сплавы разъемов по анализу соответствовали стандарту, используемому в последнее десятилетие. Никто из присутствующих не мог объяснить, как комплект запасных кабелей для зарядки современных ноутбуков оказался в трюме судна, исчезнувшего за пару веков до их изобретения. Пока Харрис фокусировался на этом участке, второй дрон, управлявшийся Элой Йорк, обследовал противоположный борт. В самой дальней части трюма, ниже разбитой бочки, обнаружился металлический цилиндр около 12 дюймов в длину. При перенаправлении света отражение с его поверхности выдало сразу два странных элемента — лазерный гравированный номер и QR-код, полностью сохранившийся, несмотря на двухвековое пребывание под водой. Считыватель кода показал, что часть информации обновлялась менее 3 месяцев назад. На командном мостике воцарилась настороженная тишина. Каждый новый объект становился еще одним доказательством невероятного вмешательства. Судовому инженеру поручили проследить энергосистему. От коробки с индикацией заряда отходили тонкие провода, уходящие глубоко в корабельный корпус. Сканер прошел по их следу и обнаружил пластиковую распределительную коробку, в которой был смонтирован миниатюрный преобразователь напряжения, на корпусе которого стояла дата изготовления — март 2022. Рядом находился модуль GPS, покрытый тонким слоем водорослей, и маленькая влагозащищенная флешка. Следующий предмет — электронная записная книжка, внешне ничем не отличающаяся от моделей, поступивших в продажу всего 2 года назад. На ее экране после очистки от соли отобразилась заставка с датой 27 марта 2023. Для того, чтобы убедиться в подлинности находки, ученые принялись анализировать корпус и внутренние детали прибора. Микросхемы и аккумулятор были выпущены на заводе в Иллинойсе весной 2022. Тем временем оператор дрона заметил, что один из медных сундуков на дне трюма открыт не полностью, и аккуратно приблизился, чтобы рассмотреть содержимое. Внутри находились несколько пакетиков с микросхемами, маркированных и запечатанных в современный пластик. На каждом стоял свежий заводской штрих-код, а инструкции к ним были на английском и японском языках. Один из устройств, миниатюрный радиомодуль, все еще передавал сигнал на частоте 241 МГц. Комиссия специалистов оценила общий вес найденных предметов — около 200 фунтов современной техники, распределенной по всему трюму. В ходе дальнейшего осмотра обнаружили электронный браслет с датчиком пульса и трекером сна. Батарея внутри держала заряд, показатель которого показывал последний вход в сеть за несколько недель до обнаружения корабля. Пока архивисты на борту сверяли историю судна, дроны фиксировали все детали находки. Каждый новый предмет выглядел так, будто его спрятали здесь буквально вчера. На кабелях не было следов коррозии, на экранах не появилось трещин, даже пластиковые элементы не пожелтели. Во многих контейнерах обнаружены заводские пломбы, не разрушенные морской водой, а внутри одного из пакетов лежала инструкция с датой печати — апрель 2023. Наблюдая за процессом, команда все больше убеждалась. Речь идет не о случайных выброшенных за борт предметах, а о целенаправленно организованной закладке современной техники внутри старинного корабля. Последний фрагмент обследования выявил фонарик с надписью «Made in USA» и датировкой 2022. Рядом с ним небольшую солнечную панель, все еще подающую слабый ток при попадании на нее света прожекторов дрона. Передавая снимки и видеоархивы в Центр научного анализа, команда все чаще фиксировала. Часть предметов применялась совсем недавно, часть даже не имела следов длительного пребывания в соленой воде. Все эти записи быстро архивировали и передавали в лаборатории для спектрального и радиологического анализа. Когда первые предметы доставили на поверхность, началась срочная проверка на предмет вмешательства в трюм после исчезновения судна. Уже после извлечения 10 контейнеров стало понятно: техника была не просто сброшена сверху, а тщательно размещена среди старинных ящиков и бочек, часть которых оставалась нетронутой. Одновременно со вскрытием очередного контейнера инженер заметил подозрительный след. На обшивке обнаружились отпечатки, напоминающие следы современных инструментов для резки металла. Исследования продолжались без остановки, а в лабораторном отсеке на поверхности изучали химический состав сплавов и пластиков, тщательно сверяя их с мировыми каталогами продукции 21 века. В этот момент по радио поступил новый сигнал от дрона. В дальней части трюма засыпано еще несколько коробок, к которым раньше не удавалось подобраться из-за завала. Ожидание длилось всего несколько минут. В толще песка на экране снова начали проявляться контуры прямоугольных устройств, совсем не подходящих ни по материалу, ни по размеру для эпохи деревянных бригов. Работы шли почти без остановки. Каждый новый срез и анализ пленки раскрывал еще одну деталь невероятной мозаики.
В то время как техника продолжала всплывать из трюма, команда задавалась только одним вопросом. Если современные устройства оказались на корабле двухвековой давности, то кому и зачем понадобилось оставить их здесь, а главное, что еще может ожидать в глубине песчаного ложа у этой загадочной шкатулки с историей. Пока часть команды на борту анализировала очередную порцию поднятых находок, на экранах с подводных дронов начали проявляться новые детали, которые сразу выбивались из общего исторического контекста. Один из контейнеров, закопанный в самом дальнем углу трюма, при ближайшем рассмотрении оказался герметично запаянным пластиковым боксом, удерживающим внутри сразу несколько лент с QR-кодами и флешками на 28 гигабайт. Роботизированная рука аккуратно вскрыла крышку. Внутри оказались пломбы с датой изготовления март 2022, а на одной из лент виднелся логотип крупного производителя техники из США, зарегистрированного только после 2000-х. Инженеры, наблюдая за процессом, тут же отметили, крепления на пластиковой коробке не имели ни единого следа коррозии, а в углах оставались даже небольшие кусочки упаковочного пеноматериала. Сканирование содержимого показало, что часть флешек была записана недавно, и их поверхностное магнитное поле соответствовало сроку хранения данных не более нескольких месяцев. Оператор Харрис быстро переместил дрона к следующему объекту. Рядом лежал маленький смартфон в герметичном чехле, на экране которого во время кратковременного включения еще светилась батарея, почти наполовину заряженная. Дата последнего выхода в сеть – апрель 2023. В это же время подводный аппарат зафиксировал в соседнем отсеке длинную цепь металлических скоб, каждая из которых соединяла ящики из 19 столетия с пластиковыми боксами 21 века. Все эти крепления были ровно обрезаны, что не характерно для ручного инструмента предыдущих эпох. Следы порезов указывали на современный электромеханический инструмент. Дрон зафиксировал и небольшие лужицы засохшего на поверхности пола синтетического масла, состав которого совпадал с рабочими жидкостями для современных промышленных станков. Пока инженеры сверяли химические пробы, на поверхности корпуса корабля обнаружили маленькое отверстие, аккуратно пробитое в слое меди и дерева. Его диаметр и форма соответствовали стандартному сверлу для перфораторов. Это было невозможно для техники, существовавшей в начале 19 столетия. Окружающий песок в этом месте оказался взрыхленным совсем недавно. Следы не успели затянуться илом, а внутри виднелись отпечатки подошв с характерной протекторной решеткой, несвойственной морской обуви позапрошлого века. С другого борта судна, у сломанной бочки с остатками вина, дрон засек новейший мультитул из нержавеющей стали, на лезвии которого был выгравирован заводской код с датой производства весна 2023. Рядом лежал аккуратно свернутый фрагмент современной водонепроницаемой ткани с наклейкой бренда, который появился на рынке после 2000-х. Ни один предмет не имел на себе следов долгого нахождения в морской воде, а обнаруженная электронная метка с GPS-модулем все еще передавала слабый сигнал на частоте, зарегистрированной для научных буев Атлантического океана. В центральном отсеке трюма среди аккуратно сложенных мешков с зерном дрон нашел миниатюрную экшн-камеру, которую тотчас подняли на поверхность для анализа. Корпус не имел трещин, а объектив оставался прозрачным. Когда ее подключили к лабораторному питанию, на экране появилась серия видеороликов с датировкой март и апрель 2023. Съемки велись с глубины более 2000 футов. Журнал системной записи фиксировал координаты, полностью совпадающие с точкой обнаружения судна. Архивная команда параллельно сверяла инвентарные ведомости корабля Реймонда. Ни одной записи о подобных устройствах, инструментах или материалах не было даже упомянуто в документах 19 столетия. Более того, в отчетах по последнему рейсу отсутствовали любые сведения о тайных грузах, а маршрут судна строго совпадал с торговыми путями, минуя любые современные исследовательские центры. Вновь спущенный дрон Эллы Йорк с ювелирной тщательностью обследовал трюм в районе разбитой мачты и вскоре наткнулся на специальный запаянный бокс с логотипом службы экспресс-доставки, появившейся на рынке меньше 5 лет назад. Внутри лежали аккуратно уложенные кабели USB, адаптеры питания на 120 вольт и инструкции на английском языке, отпечатанные цифровым принтером последней ревизии. Еще более странным оказалось то, что на дне коробки был размещен счет-фактура с датой выпуска – март 2023 с указкой на получателя из Лондона. Когда все эти детали свели воедино, картина вмешательства стала еще очевиднее. Кто-то буквально за последние месяцы заложил всю эту технику в трюм старинного корабля, тщательно скрыв следы своего присутствия. Тем временем оборудование фиксировало слабое, но устойчивое электромагнитное поле, исходящее от центрального ящика с литий-ионными аккумуляторами. Напряжение держалось на уровне, характерном для новых батарей. Пока команда на борту анализировала эти факты, инженер Бен Дэвис подключил второй дрон к внешним креплениям судна и обнаружил у водолазного люка свежие следы царапин, оставленные явно современным снаряжением.
Вокруг входа в трюм песок недавно был взрыхлен, а среди ила нашли небольшую пластиковую стяжку, подобные которой применяют при герметизации контейнеров всего последние 10-12 лет. На каждом новом этапе работы специалисты отмечали, вмешательство было не случайным, а спланированным до мелочей. Техника, материалы, инструменты и даже инструкция по эксплуатации – все указывало на вмешательство людей, обладающих доступом к новейшим технологиям и возможности работать на большой глубине без следов и свидетелей. В этот момент на экранах дронов появилось нечто еще более странное. В глубине трюма, среди больших сундуков и мокрых мешков с остатками кокосовых орехов, отчетливо проступало нечто похожее на следы тяжелых ботинок, уходящих в самый дальний угол. А чуть дальше, среди обломков, дроны зафиксировали тонкий провод, запаянный в пластиковую изоляцию, ведущий в трещину между балками корпуса корабля. Все эти улики складывались в одну шокирующую цепочку. Вмешательство было свежим, целенаправленным и организованным с учетом времени и места. Оставалось выяснить только одно. Кто и зачем провел эту операцию, и почему для этого был выбран именно забытый торговый бриг, затонувший почти 2 века назад. Пока последние находки поступали в лабораторию, команда на исследовательском судне вовсю анализировала улики, пытаясь проследить путь загадочной техники. Специалисты быстро разделились на несколько групп. Одни сверяли цифровые штрих-коды на устройствах с базами производителей, другие изучали видеозаписи, которые удалось получить с экшн-камеры и смартфона. Инженер Харрис первым обнаружил часть микрочипов в контейнерах, зарегистрировано в Соединенных Штатах Америки всего 3 месяца назад. Причем среди них встречались экземпляры, никогда не поступавшие в розничную продажу. Еще больше вопросов вызвали записи камеры. На видеороликах зафиксирован процесс размещения оборудования среди старых ящиков, но лица и фигуры людей намеренно не попадали в кадр. Съемка велась будто из-под воды, искаженная бликами и шумами. Архивная команда тем временем вышла на новый след. На одном из гаджетов обнаружилась предустановленная SIM-карта британского оператора с регистрацией март 2023. То есть устройство удалось активировать всего несколько недель назад, а координаты трассировки четко совпадали с точкой затонувшего судна. В лаборатории группа химиков быстро провела анализ свежего синтетического масла, найденного у трюма. Состав оказался идентичен промасливателям для самых современных подводных дронов, которые используют только несколько исследовательских институтов в мире. Среди них частные компании, ведущие глубоководные проекты в Сингапуре и Калифорнии. Параллельно следователи изучали содержимое USB-флешек. На них были найдены лог-файлы с временными метками март и апрель 2023. А еще зашифрованные электронные карты и инструкции на английском и японском языках. Одна из папок содержала список кодовых номеров, совпавший с базой данных научно-исследовательских аппаратов, которые в последние годы проходили испытания в Атлантическом океане. Это означало, что часть техники поступала напрямую с испытательных стендов. Тем временем оператор дрона Элла Йорк зафиксировала, что провод, уходящий в трещину между балками трюма, был соединен со специальной передаточной платой. Ее маркировка указывала на уникальный номер, зарегистрированный только для нескольких экземпляров, выпущенных весной 2023 для одного из европейских университетов. Связь с корпусом корабля поддерживалась через аккумуляторные блоки, которые еще держали заряд. Специалисты смогли считать параметры, оставленные буквально недавно. Когда один из контейнеров удалось вскрыть полностью, в нем оказались ярко-красные пакеты с фирменным логотипом компании, выпускающей герметики для глубоководных работ. На упаковке значился срок годности до 2025, что исключало какую-либо причастность к 19 столетию. Следующий бокс содержал сложную электронную начинку, предназначенную для радионавигации. Модуль GPS уже идентифицировали как морской маяк, утвержденный для международных экспедиций только после 2001. В глубине трюма дроны заметили еще одну странную деталь. Среди слоев ила и песка пролегала цепочка крошечных пластиковых маркеров с номерами, совпадающими с технологическими метками для научных грузов, отправленных из портов Франции и Германии весной 2023. Все они были размещены в строгом порядке, указывая на то, что кто-то тщательно фиксировал расположение техники в трюме. Параллельно на корпусе корабля обнаружили свежий слой защитной смазки. Анализ показал содержание современных антикоррозийных присадок. Специалисты по безопасности судна, проанализировав записи с бортовых камер лаборатории и лог-файлы GPS, быстро выстроили маршрут доставки техники, который проходил через несколько логистических узлов в Лондоне, а затем по морю в сторону Карибского бассейна. В списках участников засветились имена сотрудников частной исследовательской компании, не связанных с официальными археологическими экспедициями. Причина закладки техники в трюм древнего судна пока оставалась за кадром, однако улики все сильнее указывали на хорошо организованную акцию с использованием современных роботов и подводных аппаратов.
Аналитики из Оксфорда, проверяя каталоги продукции, подтвердили, часть находок, например, электронная записная книжка и браслет с трекером сна, выпускалась ограниченной серией по спецзаказу и могла быть выдана только членам определенных исследовательских групп из 5 стран. Заводские штрих-коды приводили к фирмам, занимающимся технологией глубинной связи и автономных разведывательных устройств. Вполне возможно, что кто-то тестировал новую систему связи или даже пробовал провести уникальный эксперимент по сокрытию артефактов для последующего обнаружения. В лабораторном отсеке продолжали поступать новые данные, часть батареи оставалась заряженной, модули навигации выходили на связь, а один из накопителей содержал файл с инструкцией по эвакуации техники после окончания подводных работ. Среди этого цифрового мусора специалисты нашли несколько фотографий с проставленной датой – март 2023. Причем на заднем плане четко виднелись те самые сундуки и обшивка трюма, заснятые за несколько недель до экспедиции. Тем временем оператор Харрис заметил, что из трещины в балке один за другим начали появляться тонкие электрические кабели. Причиной стала легкая вибрация судна, вызванная работой дрона. В этот же момент датчики зафиксировали всплеск сигнала на частоте, используемой для синхронизации современных подводных приборов. Среди песка и ила вдруг обнаружился еще один пластиковый контейнер, из которого при вскрытии достали термостатический клапан. Его марка была зарегистрирована только на заводе в Техасе весной 2023. Когда все улики были сведены воедино, картина стала предельно ясной. Современная техника оказалась в трюме двухвекового корабля в результате тщательно организованной недавней операции с применением новейших инженерных решений и скрытных манипуляций на глубине 3000 футов. Вся команда, наблюдая за этим почти невозможным сценарием, понимала, разгадка тайны лежала не в прошлом, а здесь и сейчас, среди тех, кто оставил следы в песке, металле и на цифровых носителях, и чей мотив до сих пор оставался самым загадочным элементом этой истории.